Всем привет, канал АК. В этом выпуске будем разбираться с сигналом, с бибикалкой. Проблема такая, что очень туго приходится нажимать, некомфортно, неудобно при езде, пока нажмешь. Ну и по порядку расскажу схему, принцип работы и так далее. Машина у нас та же вся, опытная ВАЗ-2110. В принципе, на всех ВАЗах практически стандартный сигнал по одной и той же схеме, не считая, конечно, те, кто уже дополнительно ставили сигналы через реле, там компрессорные и так далее. У нас штатная стоит, стандартная, минус, то есть плюс сидит напрямую на сигнале, а минус идет через нажатие, когда нажимаешь на руле, контакт замыкается и масса подается на сигнал. Сейчас схемку покажу. То есть одна из немногих схем, когда плюс напрямую сидит, а минус через контакты. Обычно наоборот. Так, в общем-то, вот такая вот простая схемка. То есть, видите, да? Плюс, через предохранитель, естественно, сидит на сигнале. Это плюс. Обычно наоборот, везде минус сидит, а плюс дается здесь же. Такая конструкция там в руле сделана. Ну и минус, нажимая на руль, масса дается и подается на сигнал. Так вот. То есть масса или минус сидит в руле через круглое токосъемное, на токосъемном кольце. Токосъемное кольцо снимает такой маленький, по нему катается, когда вы крутите, потому что там подвижный контакт, такой контактик, и получается две пластиночки, одна на одной массу, а вторая от нее клемма идет на сигнал. То есть нажимаете, замыкается, сигнал срабатывает. Вот такая вот несложная схема. Так, сейчас будем разбираться, почему же у нас он туго так дудит. Так, вот наши два сигнала. Так, обратите внимание, прикручены они, кажется, на первый взгляд на массе, хотя масса здесь подается только через руль. Вот, но здесь специальные места, специальные шайбы, диэлектрические, сквозь который болт не касается массу, прикручен также, то есть изолирует от массы. То есть масса там на болте, и вот провод, то есть от болта выходит вот второй вот этот. Ну и плюс вот прямой сидит, вот сейчас продемонстрирую. Вот он всегда здесь, даже с выключенным зажиганием. На некоторых, кстати, только часть зажигания также он появляется. У нас напрямую здесь, да, как на многих. Плюс сидит на обоих. И минус у нас должен податься сюда на центр через руль. Так, вот у нас минусовой я накинул, сейчас покажу, прислоню. То есть вот на шайбах ничего нету. На корпусе, кстати, есть на корпусе. И в центре болтика тоже гудит. На шайбах, как видите, не гудит. Все изолировано от массы. Масса только через руль подается. Так, ладненько. Идем смотреть руль. Так, руль на ВАЗ-2110, 2115 и так далее. Штатный вскрывается очень просто. Сейчас покажу. На классике сзади болты 4 штучки. Отворачивать там все сзади. Здесь нет, здесь ковыряется логотип. Он эластичный такой, типа резинового. Так, сняли его. На обычных просто всовывается как бы. И здесь два болтика. Их отворачиваю. Под крестовую отвертку можно обычный.
Так, вот отвернули вот такие вот шарпики. Два. Ну, вот в этих местах. Сюда в эти сажается наш логотипчик. Автоваса Биби. Сигнал нарисован. Так. Ну и далее. Дальше он там всунут. На резиновых клипсиках. Вот они две. Вот эти вот. Ссылаются вот в эти они места. И вот эти два шарпика были. Так, ну и смотрим. Наша пластиночка. Так. Так, вот на верхней части, вот на этой пластинке провод сидит вот. Видно, нет, наверное. Тут сбоку вот клемма. Вот она, на ней сидит. Это идет на сигнал. Это же подвижная пластина. Соприкасается вот с этой, со второй. А это вторая через токосъемное кольцо контактирует с массой. Так, ну, бывает там контакты, которые по токосъемному кольцу бегают, стачиваются также, либо загрязняется, и контакта нет. Так, вот я сейчас нажимаю, но совсем не гудит. Крутану. Так и тоже. Так, ну сейчас попробую снять клемму и прислонить напрямую на массу. Так, снял я вот клемму, видите, да? Вот с верхней пластины. Сейчас прислоняю на нижнюю пластину напрямую, то есть внутри там никаких действий нету. Это говорит о том, что массы там не наблюдается. Скорее всего, из-за вот этого токосъемного кольца. Сигнал не гудит. Сейчас мы также прозвоним вот часть, на которой масса должна быть прозвонкой с массой. Так, сейчас попробую на массу. Так. Здесь нет. На той пластинке должна быть. Тоже нету. Нигде ничего нету. Ну и по сути, если плюс, там же прямой через обмотку катушки, он должен приходить, как бы лампочку если цеплять, один на конец на массу, один на этот, как бы должен загорать обратка. Тоже здесь 0 эмоций. Так, ладно, сейчас будем дальше разбирать. Смотрите, может кольцо что, а может и на сигналке что. Так, отвернул пластину эту. Вот, кстати, контактные пятачки медные, окисленные все. Тоже причина плохого нажатия. Так, далее там провод сдернул. Сейчас. Так, провод это как промежуточный, там вот клемма. Он на ней сидел. Сейчас я его обратно посажу. Так. Еще раз смотрим массу. Так, масса должна быть вот на этой железяке. Это вторая пластина. Первая пластина. Вот она. На ней клемма. Провод сидел. Отсюда он идет вот на ту клемму, которая ниже там. А с той клеммы уже на сигнал. Так. Так, ладно, массу сейчас позвоним. Так, я тут пробую. То есть так массы нету. Вот смотрите, я нажимаю. Появляется масса. То есть все-таки только съемное кольцо барахлит. Придется на руль сама чистить его. Бегунок отстерся. И получается обратка у меня плюс на сигнале сидит напрямую, поэтому через сигнал, через обмотку
лампочку, один конец на массу, один на клемму. Нажимать. Вот она тоже загорается, то есть. Так, проблема в кольце, там где-то контакт. Одни контакт соединения. Вот начинается. Так, в общем-то, сейчас разберемся. Так, ну придется снять руль. Сейчас опять эту обшивку сниму. Там снизу 4 болтика, один в центре. И гаечку вот здесь, так, на 27, по-моему. Пометить главное. Рисочки сделать, чтобы потом руль также одеть, чтобы крив не был. Так, для удобства руль заблокировал. Риски там сделал. Так, такой вот вороток. Головка на 24. Сейчас будем откручивать. Так, сейф сделал. Так, гайку отвернул. Руки чуть пошатали. Так, сходит у нас руль. Так, ну, в общем-то, вот что здесь у нас. Так, вот он, этот бегунок, который ходит по кольцу. Сейчас посвечу. Так, извиняюсь, этот не тот шток токсионный, это шток, который крутит кольцо, который отщелкивает поворотники. Так, сейчас покажу. Вот он, вокруг штока пластиковое кольцо. Вот этот паз, который видно, да, вставляется вот этот шток. А вот сверху блестят это две щеточки. Как раз вот это вот, так вот, щеточка, это массу дает, а вот эта щеточка, то есть замыкается через пластины, и эта щеточка идет на сигналы. То есть если сейчас перемкнуть, масса приходящая, а это отходящая на сигнал. Если сейчас перемкнуть, то сигнал сработает. Так. Также, таким образом можете проверить целостность цепи отсюда, от руля, считай, до сигналов. Перемкнуть, должны гудеть. Также можно проверить, то есть масса должна прозвонить. Я не знаю, как тут у меня массы не было. Если тут и через шток масса, через кольцо дублирующее, на всякий случай. Ну, видно, через шток не контачило. Щетки, кстати, эти подсточились за 12 лет. Поэтому, когда руль шевелил, не доставали. Вот кольца. Так, этот поворотники от щетки крутятся. Внутреннее кольцо маленькое. На него масса. Щетка подает. Масса подает на него. На маленькое. На вот эту всю конструкцию. Здесь масса. Вот. Она и через шток пытаюсь, и через это кольцо. Болтами вот оно с кольца вкручивается в металл. Масса изначально она от щетки и дублирующая. Ну и как бы еще от самого штока тоже должна быть. Так, а вот это большое кольцо, это уже получается вот с него клемма через вторую пластину, через вот эту вот на эту клемму, и пластины таким образом. Так вот со второго кольца, да, нажимаем. Тут болты с изоляцией не касаются, касаются только вот эти вот пятачки. Вот нажимаем, она с этой с массой передается на эту, а это уже когда касается массы
через клемму на вот ту, на вот эту клемму, а отсюда уже через вот это кольцо, через большое и через вот эту щетку верхнюю пошло на сигнал. Также можно проверить, сейчас еще раз покажу, и контрольной лампой, то есть через там плюс на сигналах напрямую сидит, через обмотку сигнала, сигнал такая же обмотка, через обмотку и сюда, если лампочку с массой подсоединить, одну на массу, одну на верхнюю крышку, она должна загореться. Сейчас я покажу. Так, вот я один конец лампочки на массу туда, второй вот на верхнюю щеточку. А вот она горит, мы видим. Горит она через сигнал. Так же, как я показывал, как короткое замыкание позвонить. Тут то же самое, только там плюс на том конце. Получается он плюс через сигналку и сюда. Вот он показывает, что цепь вся целая. И также вот эту массу позвонить, если она там нет. Цепляем прозвоночку на массу и звоним нижний пятачок, который дает массу. Все, масса на нем есть, да. Так, все у нас, в общем, с цепями до оттуда все, обрыва нигде нет. Единственное, что нам нужно, чтобы у нас щетки эти стертые. Они, кстати, меняются тут целиком со всем этим блоком, который внутри, куда пульты вставляются, вот это и вот это. Так, разбирать, там щеточки латунные. Так, ну, в принципе, они еще побегают. Сейчас мы что сделаем? Колечком вот эти сейчас протрем. Оба, да? И чуть-чуть их отогнем вот сюда вот. То есть, чтобы давление на щеточке усилий было получше, и контактик будет у нас, я думаю, нормально. Так, сейчас попробую отогнуть. Так, вот таким вот образом. Чуть-чуть отгибаем. Сейчас и это со всех сторон, с трех, и внутренне отогнем и будем ставить. Так, ну в принципе по миллиметру у меня все получилось, как минимум. Так, внутреннее кольцо на шурупах, оно спокойно отгинается, насколько хочешь, чуть угол, правда, меняется. А вот наружный отгинается на таких зажимчиках, начинает болтаться. Так, что я сделал? Такие катушки сделал из изоленты, отогнул и подложил в нескольких местах, и на миллиметр у меня все это дело поднялось. Так, ладно, сейчас будем вставлять, пробовать. В общем, поняли, да, как проверять целостность цепи. Так, которая пониже щеточка, это масса, ее с массой можно позвонить, должна звониться. Которая повыше, это на сигналы уходит. То есть лампочкой контрольной можно, если лампочку один конец на массу, другой на нее, должна прозваниваться при тех условиях, если провод до сигнала целый и сам сигнал целый, обмотка не сгоревшая. И если их перемкнуть, сигнал должен сработать. Так, все, ставим и пробуем. Обязательно, чтобы вот этот шток встал на место, то есть вот этот пазик, вот где он и был, то проводники будет плохо отщелкивать или вообще не будет отщелкивать. После того, как вы повернули, а руль обратно крутится, он отщелкивает, как бы автоматически отключается. Так, ну ладненько, у нас тут я ничего не трогал. Сейчас на место по рискам также будем ставить. Я риски еще на штоке сделал тоже. Так, все у нас встало на место. Главное, что шток встал. Руль также заблокирован на том же месте. Риски совпали. Так, далее гайку прикручиваем. И перемычку забыл одеть. Сейчас перемычку одену. Так, сразу я ее делаю. Вот она идет. Здесь она сажается вот на эту пластину. Вот сюда. Так, здесь масса. Эта пластина касается с массой. Через мычку идет на большое кольцо. Кольцо передает на щетку, которая верхний момент.
верхняя. И далее с щетки идет на сигнал. Это масса так проходит у нас. А плюс уже с обратной стороны сигнал сидит. Так, руль мы покрутили. Так, пробуем плавненько отщелкивать. Вот сторону отщелкивать. Так, все. С этим у нас проблем нет. Так, вот это значит у нас идет на сигнал. Вот это у нас масса. Сейчас, если я прислоню, должен сработать. Так, все. И масса есть, и все нормально. Так. Еще раз повторюсь, у кого проблем с сигналом, также вскрыли руль, первым делом проверили массу вот на второй пластине, не которая сверху на ней, а которая под ней. Там разница между ними миллиметр друг на друга. Так, массу, один на массу, чтобы была заранее проверить. Второй. Все, если нет ни у кого-то массы, снимайте, смотрите, есть ли там на щетке. Она, в принципе, через шток, через шлицы дается тоже. Так. И также проверяем провод, который с сигнала сюда идет. На целостность его также можно проверить контрольной лампой. Один конец на массу, второй на эту клемму. Клемма это, кстати, сидит на этой пластине. Можно сразу на эту пластину прислонять лампу. Таким вот образом. Вот контрольная лампа. Массу я прислонил сюда, потому что я знаю, что она здесь есть. Если не уверен, что она здесь есть, прислонить туда, где уверен. Так, и сейчас там плюс на сигнале прямой, через сигнал, и лампа должна загореться. Если вы массу прозвонили, она здесь точно есть, а не горит, также может быть щеткой не пропускать. Снимаете руль, на саму щетку прислоняете, также с массы. Если на щетке горит, значит дело в щетках, в кольцах. А если уже на щетке не горит, значит обрыв где-то до сигнала. Так, ладно, я собираю все это дело. Еще раз сейчас гудну для порядка. Вот так вот. Волговский гудок милый двойной. Так, одеваем эту клемму. Она с кольца идет на первую пластину. Прикручиваем. Болты здесь все изолированы. Обязательно, иначе будет гудеть постоянно. В таком пластиковом изоляторе с пружиной возврата. Так, ну и прикручиваем. Вот смотрите, я сейчас коснусь также пластиной. Так, сейчас я забыл вот эти пятачки почищу. Или наждачкой, или ножичком. Так, все зачистил. 4. На этой тоже все 4 блестять. Так, ну и сейчас, в общем-то, осталось дособрать. Так, одели эту через бибик, но одели. Так, вот дудит. Сейчас 2 шурупика и нашу эмблемку. Так, ну и последний штрих. Так. Ой-ой. Соседи скажут, раздуть делся. Так, ну, в общем-то. Такой теперь волговский солидный сигнал. Так, ну, так-то лучше, я думаю, ездить. Так, ну, на этом подхожу к концу. Так, думаю, нарисовать вам монтажную схему, как что идет-то. Наверное, нарисую сейчас момент. Так, ну это как бы для тех, кто не знает порядок, как там провода идут. По порядку я имею в виду. Так, смотрите, вот сигнал один. Второй, кстати, также
от этого же. Два провода параллельно подключены. Ну вот пускай один будет. Так, значит, плюс идет напрямую. Так, минус идет на щетку. Щетки на кольцо токсъемно. С кольца шурупами. Так, да, с кольца шурупами. Основание руля железное. Так, пускай будет. С кольца болтами на основание руля, который внутри вот железка. Железка тут в конце как бы типа пластины. С этой пластины это масса получается. Минус. Все, масса вот так приходит. Так, через щетку, через кольцо. Кольцо через болты. И на внутренности железного руля. Плюс тут еще идет рулевая рейка, карданчик. Через нее, кстати, тоже минус на руле сидит. Так, это что касается минус. Далее, как он передается на сигнал. Здесь вторая пластина. С пластины мычка сидит, которую вот я снимал, на кольцо. Тоже съемный, только съемный. С кольца также щетка идет подвижная. А с щетки уже идет на сигнал. Ну и здесь от одного сигнала. Так вот. Так, плюс, минус на второй параллельно. Также отсюда минус сюда, отсюда плюс сюда. Это параллельно здесь. Так, запомнили, да? Цель, значит, такая. Минус идет на щетку, с щетки на кольцо, через кольцо болтами на основание руля. Здесь минус. Также масса, ну, кольцо для перестраховки. Еще со штока, со шлицов идет. Так, минус дошел. Далее пластины. Это вот где мы нажимаем. Нажимаем, они соприкасаются, минус передается мычкой на другое кольцо. С другого кольца на вторую щетку. И только с щетки до сигнала. Так, вот так вот получается. Так, плюс у нас, как я прозвонил также. Так, сейчас сотрем тут. Так, минус, плюс. У нас в сигнале внутри такая же обмотка идет, как в катушке. Получается, плюс у нас идет сюда через обмотку на кольцо. И если взять с этой или щетки, или с кольца, вот я брал с этой щетки, которая, например, лампочку сигнальную. Одну на массу, вторую на вот эту щетку, она должна гореть. Это значит, что сигнал не сгоревший и цепь до щетки от сигнала вся целая. Так вот я позвонил. Так, ну ладно. Я увлекся. Надеюсь, всем все понятно. Кому что не ясно, пишите в группе ВКонтакте одноименной с каналом она. Какие вопросы задавайте, с радостью отвечу. Надеюсь, ясно, внятно объяснил. Кому что не ясно, спрашивайте, подписывайтесь, приглашайте друзей, не стесняйтесь, пишите желаемые темы, задавайте вопросы. Всем пока.